1943 году в Бразилии при попытке ограбления одного из музеев задержали группу из нескольких человек. Когда их стали обыскивать, у них нашли череп, сделанный из горного хрусталя. Позже, когда этих людей допросили, выяснилось, что они немцы, и эти люди принадлежат к СС. Точнее, даже не к СС, хотя они были, конечно, сотрудниками СС, а к тайному ордену Анненербе, да, зов предков или наследие предков. Это орден, который возник внутри эсэсовской организации, куда входили только суперпосвященные и близкие Гиммлеру люди, и занимался этот орден или эта организация тем, что по всему миру они искали магические предметы, потому что они пытались увязать национал-социалистическую идеологию с наследием предков, с древними мировыми мистическими практиками. И вот в выпуске про катаров я вам рассказывал, что немцы изрыли во Франции все предместья Каркассона, чтобы найти священный Грааль, а в Бразилию отправлены были агенты, чтобы собрать 13 хрустальных черепов майя. По легенде, человек, который соберет эти 13 хрустальных черепов, получит власть над миром и способность управлять временем и пространством. О черепах позже я еще поговорю, но выпуск, как вы уже поняли, будет у нас сегодня про цивилизацию майя. Здравствуйте! Цивилизация майя – явление уникальное. Мы, как человечество, знаем о них достаточно много, а в реальности, конечно, не знаем вообще ничего. И все книги, все фильмы документальные, все исследования, которые существуют о цивилизации майя, крайне противоречивы, и написаны они, конечно, все на стыке археологии, этнографии и всяких всевозможных конспирологических теорий. И мы сегодня тоже об этих теориях поговорим. Более того, я стану участником этой конспирологической теории, потому что сразу скажу, что для меня, вот как для человека, который интересуется историей, и вообще как для человека пытливого, как мы с вами все, совершенно непонятно, откуда майя взялись, куда они делись, и большинство доказательств распада их цивилизации я вот читаю и говорю, нет, в это поверить совершенно невозможно. Итак, майя – это уникальный народ, который проживал на территориях разных мексиканских современных штатов. Это Юкатан, Кампече, Табаско, Чьяпаса и, соответственно, на территориях Гватемалы, Белиза и Гондураса, на современных территориях. Майя не были империей. Майя не были государством, как мы бы сказали о государстве Англии, Франции или об арабском халифате. Это была общность различных городов-государств. В каждом городе были свои правители. Города эти можно назвать царствами, можно назвать княжествами. Это совершенно не важно. Был верховный правитель, был верховный жрец, и вот эти вот города-государства одной культуры существовали некоторое количество, достаточно долгое количество лет, они друг с другом торговали, они друг с другом воевали, и таким образом цивилизация развивалась и оставила после себя гораздо больше загадок, чем каких-то исторических артефактов. Общепринято считается историками, что цивилизация майя началась еще в 3-м тысячелетии до нашей эры. То есть она очень древняя. Традиционные историки теперь делят развитие государства майя, развитие всей этой цивилизации, вернее, а не государства, на 3 периода. Доклассический, классический и постклассический. Это традиционно признанная историография. Доклассический период – это 1500 год до нашей эры, и закончился он в 2050 году нашей эры. Что в этот период происходит? Возникают эти города-государства, люди майя приобретают сельскохозяйственные навыки, они исследуют сельскохозяйственные культуры, они начинают выращивать маис, то есть кукурузу, они начинают выращивать какао, поля начинают приносить всякие разные урожаи. На майя в этот момент, опять же, традиционно, все время буду подчеркивать, традиционно считается, оказывается влияние
альмекской цивилизации. Об альмекской цивилизации мы знаем еще меньше, чем о майя. Что такое альмека, помимо общеизвестной текилы, да? Вот эта вот голова, вот как она выглядит, да, каменные головы цивилизации альмеков. Вот их находят археологи, находили. Тоже была государственность, которая существовала. Откуда она взялась и куда делась, тоже мы не понимаем. Мы, в смысле, не мы, я не причисляюсь к историкам, историки об этом ничего не знают. Вот в доклассический период начинается рост и процветание южных торговых городов майя. Возникают такие центры, как Эль-Мирадор, Тикаль, и тогда же начинают строиться пирамиды. Вот пирамида Эль-Мирадор, например. Да? Посмотрите, вот как она выглядит. Вот город Чичен-Ица. Каменные глыбы, которые обтесывают, некоторые глыбы не обтесывают, какие-то пирамиды обкладывают жженой глиной, то есть подобиями кирпичей. Вот эти вот просто восхитительные сооружения, которые построены по современному, практически по современным стандартам, вот они начинают возникать в этих джунглях. Друзья, одна из самых ценных вещей, которые у нас есть, это время. А если живешь в крупном городе, то зачастую время тратишь в пробках, особенно перед Новым годом. Я нашел отличное решение и закупаться к новогоднему столу планирую не в магазине с большими очередями, а в своем любимом приложении «Самокат». Самокат — это суперудобный онлайн-магазин. Там всегда можно заказать не только свежие продукты, но и товары для дома. Более 2000 товаров, в том числе продукты под собственным брендом. Под маркой Самоката выпускаются классные и качественные товары, начиная от вкусной выпечки, заканчивая средствами для дома и подгузниками. И сделать заказ очень просто. Смотрите сами. Выбираем нужный раздел. Их здесь много. Завтрак, горячее, здоровое питание. Есть даже раздел с новогодними елками и игрушками. В Самокате не только удобно, но и выгодно. Особенно в разделе «Классные цены», где собраны товары по акциям и с большими скидками. А с промокодом Минаев у вас будет еще скидка 20% на первый заказ от 800 рублей. И действует при покупке до 3000 рублей. Так что, друзья, очень вам рекомендую Самокат. Вкусные и качественные продукты с быстрой доставкой уже ждут вас по ссылке в описании. Переходите. Дальше еще более интересные вещи. Майя начинают получать астрономические познания. С пирамиды люди наблюдают за космосом. Люди майя наблюдают за звездами. У них начинается написание астрономических календарей. И вот, если вы помните, в 2012 году, в декабре, было безумие. Люди в России, во всяком случае, я таких людей много знаю, скупали воду, скупали запасы, значит, всяких сухих кормов, и еще никакого ковида не было. Считалось, что в декабре 2012 года, согласно астрономическому календарю майя, будет конец света, потому что вот он обрывался в декабре 2012 года. И началось это безумие. Его, конечно, подогрел телевизор, интернет, все эти конспирологические теории, но я лично знаю людей, которые закупали тоннами воду. Вот сейчас будет конец света, а люди закупают воду. То есть, условно говоря, мы еще не знаем, что будет. Извержение, а может быть потоп будет. Зачем вообще тогда тебе вода будет нужна? Но тем не менее. Из всех древних культур, которые находились в Северной и Южной Америке, только майя обладают в этот период, в доклассический период, обладают развитой системой письменности. Письменность майя – это совершенно уникальная вещь, потому что она не являлась алфавитом, хотя испанцы, впоследствии которые придут туда, они попытаются совместить майянскую письменность с латинским алфавитом. Но не было такого, чтобы письменность майя, вот посмотрите, как она выглядит. Это иероглифы. Это иероглифы, они в виде людей, они в виде, можно подумать, что вот эти иероглифы похожи на животных. И впоследствии Кнорозов, наш ученый, о котором я тоже обязательно расскажу, расшифрует эту письменность и докажет, что она не соотносится с алфавитом, а она соотносится со звуками, то есть она фонетическая. И совмещая звучание нескольких иероглифов, мы понимаем, что это за слово, и дальше понимаем, что эта система означает, что это слово обозначает. Вот основные вещи, которые нам известны из доклассического периода майя. Это сложная система календарей, ритуальный календарь, лунный календарь и солнечный календарь. Есть письменность, это иероглифы, начинают строиться храмы, на стены которых эти иероглифы наносятся, начинают строить гробницы, и там находят богатые
подношения людям, которые в этих усыпальницах, в этих гробницах похоронены. Куски браслетов, всевозможные подношения, ну, практически то же самое вы можете увидеть в ритуальных подношениях египетских фараонов. И все пирамиды майя будут, естественно, впоследствии конспирологи и ученые пытаться связать с египетскими пирамидами, потому что сооружения эти похожи. Кроме того, вычисления, то есть арифметика майя, они знают знак 0, которого не будет, например, ни в римской цивилизации, ни в греческой цивилизации. Как они до этого дошли, совершенно непонятно. Вот такие вещи мы вынесли с вами из доклассического периода. Наступает классический период. Историки его датируют как начало 325 год и конец 925 год нашей эры. Майи уже становятся мощными городами-государствами, там уже понятная иерархия, есть верховный правитель, есть верховный жрец. Появляются, до нас доходят, вернее, литературные источники, до нас доходят тексты майя, у них расцвет архитектуры, резьбы по камню, керамики, прикладного искусства. И, собственно говоря, в прошлом этапе, в доклассическом, майя развивались как цивилизация горных районов. И вот они спускаются на равнину. Здесь же сразу включается история о том, что какое-то случилось стихийное бедствие, и народ майя был вынужден мигрировать с гор и спуститься на равнину. И вот тут уже появляются, расцветают все их многоступенчатые храмы, все эти многоступенчатые пирамиды, которые в Мексике являются сейчас очень важными туристическими объектами. В этот период у майя есть междуцарствие, цари меняют друг друга, есть период классического расцвета, классического упадка. Повторюсь, это все историография, которая, давайте я сейчас скажу прямо так по жести, которая придумана историками 20 века. Мы совершенно точно не можем сказать, было так или было совсем по-другому. Я ее придерживаюсь. Вот в этот период, в классический расцвет майя. Друзья, многие из вас уже успели позабыть об одной прекрасной вещи, которая делает нашу жизнь чуть комфортней. В преддверии праздников решил вам напомнить о ней. Это бесконтактная оплата товаров при помощи смартфона. Чтобы не искать карту в кошельке, а совершать оплату с помощью телефона, воспользуйтесь MirPay. MirPay можно скачать на любой телефон на базе Android версии 7.0. Это делается очень быстро и просто. Скачивайте приложение MirPay в Google Play, App Gallery или Рустори. Заходите, привязывайте свою карту. Сделать это можно вручную или просто отсканировав карту в приложении. Вводите свой CVC, это последние 3 цифры на оборотной стороне карты, и вуаля! Теперь оплату можно совершать смартфоном. В общем, друзья мои, MirPay — это крутая штука, которая сделает любую вашу банковскую операцию максимально удобной. С MirPay все привычно и безналично. Подробнее о приложении MirPay по ссылке в описании под этим видео. Следующий период – период постклассический. И вот здесь начинается самая овсяная каша. Значит, любой исторический источник говорит, начинается истощение природных ресурсов, упадок сельского хозяйства, перенаселенность городов, эпидемии, и все это еще сопряжено с вторжением другой цивилизации тольтеков. И майя начинают исчезать. Города приходят в запустение, единственным центром новой культуры Юкатана и культуры майя остается Чичен-Ица, о которой я вам вначале сказал, и майя начинают оставлять свои города. Города пустеют, приходят в упадок, люди оттуда уходят. Майя ведут сначала между собой междоусобные войны, потом они ведут войны с тольтеками, тольтеки их поглощают. И вот этот постклассический период, он начался в 900 году нашей эры и закончился в 1500 году нашей эры. И вот 1500 год, здесь мы уже можем говорить совершенно точно, что было, потому что в Латинскую Америку началось испанское вторжение. Здесь несколько выпусков было записано. Христофор Колумб отправляется искать торговый путь в Индию. Торговый путь в Индию он не находит, зато он открывает Америку и открывает Латинскую Америку. И там впервые испанцы встречаются
с местными жителями. Первые местные жители, которых они встречают, это другая важная цивилизация индейцев, это цивилизация ацтеков и цивилизация инков. Майи уже в этот момент находятся в упадке, слова об их былом могуществе передаются из уст в уста, находят эти каменные города. Испанцы что начинают делать? Понятно, что они начинают заниматься освоением этих территорий, вывозить оттуда главным образом серебро. Естественно, местное население не оказывает им никакого сопротивления, потому что у испанцев есть мушкеты, у испанцев есть артиллерия, у них есть лошади, у индейцев лошадей никаких нет. И вообще эта цивилизация, и ацтеки, и инки, и майя, которые еще останутся, обороняться не умеют. Они огромной толпой, с деревянными копьями, у которых каменные заточенные лезвия, они пытаются воевать с испанцами. Выходят тысячи индейцев на взвод из 50 испанских конкистадоров, и испанцы их превращают в мясо. Дальше начинается другая история, потому что кто такие инки, ацтеки и майя с точки зрения испанцев? В первую очередь это варвары, потому что у них человеческие жертвоприношения, у них абсолютно языческая религия. Соответственно, что с ними надо делать? Их надо обращать в католичество. Вслед за испанскими или вместе с испанскими завоевателями, вместе с конкистадорами приходят испанские монахи, и они начинают обращать индейцев в католичество. Побежденные уже к тому моменту индейцы, они начинают вступать с испанцами в различные коллаборации на уровне вождей, и вот начинается такое взаимное исследование двух культур. И первое, что мы знаем о цивилизации майя, это записи епископа испанского, которого зовут Диего де Ланда. Он приехал в Латинскую Америку, чтобы нести свет истинной веры. Как это происходило? Естественно, он увидел, что здесь все язычники, и их всех надо обращать в католичество. Язычники в католичество обращаться не хотели, и тогда на всех этих индейских землях пышным цветом зацвела инквизиция. Вождей убивают, жрецов убивают за то, что они отправляют культ своим языческим богам. И с ними пытаются разговаривать, оборачивать их в католичество. И вот все, что мы знаем, это история Юкатана, это книга епископа Диего де Ланда. Вот об этом мы сейчас поговорим. Вот и все сведения, которые первоначально европейцы получают от цивилизации майя, они оттуда. Вот как испанцы описывают людей, увиденных ими в Латинской Америке. Это сильные, довольно жизнеспособные и удивительно чистоплотные люди. Эталоны красоты майя были довольно специфические. Это, например, окрашивание лица смесями, мазями красного цвета. Вероятно, это, конечно, какая-то глина с добавлением горных пород. Вот, значит, окрашивалось лицо мазью. Это мужчине придавало мужественность. Соответственно, тела мажут растениями сильно парфюмированными, то есть которые приятно пахнут. Идеалы женской красоты были такие, например, косоглазие. Как оно достигалось? Потому что есть люди, которые имеют эту специфику от рождения, но косоглазие, поскольку считалось очень крутым, значит, девочкам к волосам подвешивали нефритовые и каучуковые шарики, которые спускались меж бровей. И девочки с детства на них смотрели и становились косоглазыми. Это считалось очень круто среди майя. Мужчины носят короткие юбки и облегающие накидки. Сделано это было из волокон агавы, из перьев редких птиц. Вот классическая картина, как выглядел житель майя. Вот мужчина с сильным торсом в этой кожаной юбке или в юбке из агавы и вот, соответственно, с окрашенным лицом в красный цвет. Вообще это очень мускулинная культура. Полный мачизм, значит, мужчины носят украшения, у них огромное количество браслетов, причем историки считают, что массивные золотые браслеты у мужчин на ногах и на руках, они были даже не столько для украшений, сколько для укрепления связок. Ну, как спортсмены носят какие-то вот там напульсники или сейчас, или какие-то вещи, которые держат, фиксируют связки во время спортивных состязаний. У них огромное количество драгоценностей, это изумруд, бирюза и нефрит, который в Китае тоже очень сильно почитается. Вместо обуви, обувью служат сандалии. Главный атрибут мужского туалета – это зеркало. То есть мужики майянские, они, я так понимаю, как современные инстаблогеры, достаточно много времени тратили на ежедневный выход. Потому что лицо намажь, браслеты надень, в зеркало посмотрись, потом вот косоглазая жена, и ты пошел, соответственно, заниматься своими делами. Лучшим украшением женщины, это известно из манускриптов майя, была
скромность. Вот, то есть, понятно, тоже все сделано было достаточно лукаво. Женщины должны были вести себя скромно. Например, если женщина бросает нескромный взгляд, провоцирующий взгляд на мужчину, глаза женщинам смазывали перцем. Вот, понимаете, да? Сначала они своих женщин доводили до косоглазия, а потом, когда эти несчастные еще смотрели на мужчин каким-то таким нарочитым взглядом, им глаза мазали перцем. Вообще, майя были в кавычках очень миролюбивым народом. Конечно, никаким не миролюбивым. Законы, обычаи даже, да, были довольно жестокие. Ну, государственное устройство было таким вождистским, то есть у каждого города-государства был свой вождь, свой царь, свой правитель верховный, которому они все подчинялись. Майя вели друг с другом войны, причем войны это были даже не для того, чтобы присоединить к себе территории соседа, а с целью ограбить их и жителей увести в рабство. То есть рабовладельческий строй там практиковался и процветал. Верховный жрец был важнейшим человеком в городе-государстве майя, потому что он, пользуясь астрономическими книгами, пользуясь астрономическими вычислениями, пользуясь наблюдениями за Венерой. Венера — это очень важная планета была, майя ее знали, постоянно за ней наблюдали. Жрец предсказывал, когда лучше сеять урожай, когда лучше урожай убирать, что будет, будут ли от этой жены у вождя мальчики или будут дети-девочки. Он призывал дождь. И он не просто призывал, а он призывал с помощью человеческих жертвоприношений. И испанцы, оправдывая вот эту свою жестокость, они сжигали индейцев на кострах, пытали их всячески, они оправдывали это тем, что индейцы, люди гораздо более жестокие, чем испанцы, они увидели ритуал жертвоприношения, когда на вершине пирамиды молодым юношам разрезали живым грудь, вынимали еще бьющееся сердце и скидывали его вниз по ступеням пирамиды, потому что тогда это был нужный ритуал там, для бога войны, или для бога дождя, или для Кукулькана, одно из верховных божеств, это воздушный змей. У майя он назывался Кукульканом, а Кецалькоатлем он назывался у ацтеков. И вот когда испанцы увидели этот ритуал, они говорят, ну это просто чудовищные люди какие-то, что их жалеть-то? Еще один ритуал, о котором мы точно знаем, это игра в мяч. В 1986 году в Мексике был чемпионат мира по футболу, и я помню очень хорошо этот рекламный ролик, как индейцы майя гонят перед собой мяч. И действительно такая игра существовала. Описание ее дошло достаточно урывочное до нас, но тем не менее, это значит каменная площадка, каменный двор, где две команды соревнуются. Нужно будет взять мяч и забить его в отверстие, то есть в дыру на стене. И это такой некий микс футбола и баскетбола, потому что в одних манускриптах написано, что руками нельзя было касаться, вообще всеми частями тела можно было играть, кроме рук, да, почему это с футболом сравнили. В других можно были разными частями тела сражаться. Но известно одно, что проигравшая команда пускалась под нож. Вот проиграли вы в этот футбол, и вас приносили в жертву, потому что нужно было пролить дождь. И об этом тоже очень хорошо известно. Еще одна история. Ну, о торговле я уже сказал. У майя есть торговля наземным путем и речным путем, потому что найдены лодки, и понятно, что майя передвигались и торговали. Как в любом иерархическом обществе, добыча всех полезных ресурсов, то есть и сельскохозяйственных культур, и каких-то вещей типа нефрита и изумрудов, она вся находилась полностью под контролем аристократии. Простой народ ничего не получал, потому что, ну, это обычная такая родоплеменная, да не то, что родоплеменная, и в феодальном обществе была совершенно такая же практика. Еще один ритуал – это сбрасывание, приношение в жертву девушек, которых сбрасывали в глубокие колодцы, и они потом из этих глубоких колодцев, кто выжил, сбрасывали, например, 5 человек, одна выжила, ее через несколько часов доставали, потому что она общалась там с духами, и вот она в Сомнамбуле рассказывала о том, что она там слышала, дух воды сказал, что в этом году будет ужасная засуха, вождю лучше войной не идти в июне, потому что, значит, он эту войну проиграет. И психоделика. Вот все вот эти вещи, которые вы сейчас слышали, ритуалы айаваски, общение с травяными шаманами. Вот это все, чем сейчас богатые и знаменитые наших дней пользуются, им открываются какие-то чакры, и они видят будущее, летающих змей и так далее. Это все забрали от майя, потому что там, конечно, процветал шаманизм. Шаманы делали вытяжки из корней деревьев, шаманы делали вытяжки из грибов, айаваска появилась таким же образом, это наркотический напиток фактически, да, который похож на ЛСД, судя по всему, по действию, я никогда не пробовал, но по словам очевидцев. И вот в этом трансе жрецы
предсказывали будущее. И это было очень у майя распространено, и, конечно, испанцы это все описали, потому что они эти ритуалы видели. Епископ Диего де Ланда, о котором я уже сказал, вот он прибывает на Юкатан в 1549 году с конкистадорами, и ему мы обязаны первыми знаниями о майя. И ему же мы обязаны уничтожением всех артефактов. Потому что вот эти свитки майя до наших времен дошли 4 рукописи: мадридская, парижская, дрезденская и гральерская. Они называются кодексами. Вот эти рукописи, которые писались на папирусе, складывались в футляры, обтянутые кожей ягуара, соответственно, они до нас дошли, и мы получили таким образом первые свидетельства. В основном все было сожжено. В один день было произведено аутодафе, привязанные к столбам эти несчастные индейцы горели, жрецов пытали, истязали, и единственные, кто контактировали с испанцами, были писцы. У майя были писцы, которые в обществе занимали достаточно высокую позицию, то есть я не знаю, с кем их сравнить. Ну, конечно, с айтишниками это было бы довольно странно их сравнивать, но тем не менее это вот были люди, которые передавали знания от поколения к поколению. И вот этих писцов вербовали, их учили испанскому, они учили своим наречием. И вот так цивилизация Европы входила в цивилизацию майя и уничтожала ее. Поэтому вот Диего де Ланда, он, конечно, сохранил эти манускрипты, но все основное было уничтожено. Разбивались каменные скульптуры богов, сжигались все эти манускрипты. Манускрипты майя, я оговорился, они не на папирусе были сделаны, а на древесной коре. Папирус, извините, это я с Египтом перепутал. Манускрипты до нас дошли просто какими-то песчинками. Но то, что испанцам не удалось уничтожить, это все надписи на храмах и всю живопись, которую они не смогли стереть. Вот эта живопись рассказывает нам о пирах вождей, она рассказывает нам о ритуалах. И, в общем, познания, которые были у майя, они не просто удивляют, они поражают. Значит, считается, что майя с помощью пирамид, палки, которую втыкают в землю, и нитей получили потрясающие познания об астрономии. А познания совершенно современные. Например, смотрите, майя четко поняли, что звезды и Солнце и Луна являют собой астрономический цикл. Соответственно, этот астрономический цикл будет летоисчислением. У майя есть летоисчисление. Они выделяли 13, не как 12 у нас, а 13 созвездий, то есть знаков зодиака. Кабан, который соответствует нашему стрельцу. Олень – это козерог, обезьяна, у нас это водолей. Ягуариха с близнецами – это рыбы. Непонятно, кстати, почему ягуарих, у них что же рыбы были. Белка, у нас это созвездие Овна. Лягушка – скорпион, попугай – весы. Удав или пернатый змей – это дева, сова – это созвездие льва, созвездие рака, то, что мы называем созвездием рака, у них было созвездием скорпиона, близнецы они называли черепахой, тельца – гремучей змеей, и вот 13-й знак зодиака – змееносец. Он тоже в современной истории будет окружен мистикой, мифами. Вот у них существовал 13-й знак, он назывался летучей мышью. Майя определили продолжительность года в 365 дней. Как это возможно, непонятно. Ну, это так. Это период обращения Луны вокруг Земли просто с необычной точностью. Без телескопов, без каких-то глубоких знаний о математике они высчитали этот цикл. Соответственно, майя явили первыми на планете самую точную среди всех древних цивилизаций систему летоисчислений. Календарная система — это 269 дней по 13 дням недели. Это они связывали с периодами беременности. То есть все было привязано к жизненным циклам. Архитектура майя привязана к математике. Посмотрите, как построены пирамиды. Это абсолютно точно высчитанные математические сооружения. Главная духовная идея майя – это идея служения Вселенной, и вообще культ времени для майя был очень и очень важен. Кроме этого, майя обладают удивительными знаниями в сейсмологии, в метеорологии, в геодезии, то есть они предсказывали составы, они определяли составы почв и могли понять, что скоро начнется землетрясение. Далее, самое интересное – это медицина. Майя умеют удалять опухоли. Больной обкуривается, вероятно, наркотическими травами с наркотическим составом. Я не знаю, что они использовали, грибы или опиаты. Но, тем не менее, вот они вводили его в состояние наркоза и под наркозом удаляли опухоль. Майя знали, что такое трепанация черепа.
Майя знали, как лечить сломанные руки или ноги. То есть эти вещи совершенно удивляют. Майи знают, что такое заразные заболевания. Они невероятно чистоплотные, понимали, как развивались эпидемии, что тоже очень странно. И на самом деле для индейцев катастрофой даже послужило не само вторжение испанцев, не их военные действия, а те болезни, которые они с собой привезли. А что привезли с собой испанцы в карманах заботливо? Они привезли оспу, они привезли ветрянку, они привезли различные кишечные заболевания, и они привезли венерические заболевания, от которых индейцы, конечно же, вымирали. Потому что их цивилизация никакого сифилиса, извините, не знала, а испанцы уже знали. И вот как эти древние люди могли удалять опухоли, определять год в 365 дней, совершенно непонятно. Культура майя. Ну, помимо рукописей, мы знаем, что и до нас дошли фрески, до нас дошла архитектура, и из рукописей мы знаем, что у майя был культ музыки и танцев. Музыка нужна была для увеселения аристократии и для ритуалов. И танец тоже был магическим ритуалом. Всевозможные культы разным богам, они сопровождались сложной процедурой. Воскурение всех этих наркотических веществ, впадение в транс и танцы в этом трансе, о которых мы теперь знаем. Еще одной важной вещью были татуировки. Татуировки, которые майя делали, они были не у всех. Во-первых, они были у высших каст, они были у жрецов, и они были у истинно верующих, потому что татуировку в те времена нанести было довольно болезненно. Здесь еще одно противоречие. Люди знают, как сделать трепанацию черепа, они знают, как сделать анестезию, а татуировки наносят только самые стойкие, потому что это было больно. Почему нельзя было с анестезией или как-то более безболезненно сделать татуировку, мне лично непонятно. Но, тем не менее, вот это тоже устоявшееся знание о цивилизации майя. Известно, что у майя есть музыкальные инструменты. У них есть барабан, у них есть некое подобие флейты, некое подобие трубы. Все это примитивно, но все это существует. И танцы, повторюсь, это центральный ритуал всевозможных действий. И перов, и каких-то магических божественных служений. Все это майя почитали, все это у майя достаточно пышным цветом цвело. Самая страшная вещь, которая поразила испанцев, это религиозные жертвоприношения. Я вам рассказал уже, как у человека живого вырывали сердце из груди. Живого человека закапывали под землю, чтобы он мог пообщаться с духами подземелья. Причем жертвоприношение не считалось наказанием, оно считалось великой честью. То есть ты был избранным, потому что тебя приносили в жертву богам. Боги были тоже очень странные. Это не были какие-то бессмертные, бестелесные существа, потому что до нас дошли изображения богов-стариков, богов-детей. То есть боги были смертны, бога можно убить, и в мифологии майя это существует. У майя были понятия нескольких миров. Был срединный мир, это где мы все проживали, был рай, и был ад под землей. И прежде чем попасть в рай, нужно было пройти 13 жесточайших кругов испытаний. То есть майя об этом писали, вот у них было такое представление о религии. Про мяч я вам уже сказал, что мяч можно было... Вот в одних версиях его можно было трогать разными частями тела, в другой только бедрами, ступнями и плечами. И поэтому его сравнивают с футболом, вот эту игру в каучуковый мяч. Каучук индейцы тоже добывали, они научились делать каучуковые предметы из смолы, то есть тоже достаточно... Я не скажу, что это были знания по химии, но они понимали, как вот затвердевать каучук и делать из него такие вот предметы. Чтобы закончить с жертвоприношениями, очевидно, что когда одни майя побеждали других майя, то захваченные люди, те, кого рабами не оставляли или наложницами, их приносили в жертву. Точно так же приносили в жертву они ацтеков и инков, с которыми воевали, но это были жертвы вот именно такие показательные, они считались, конечно, жертвами людей, которых вы взяли в плен, а для своих, тех, кого приносили в жертву, скидывали с пирамиды, это было великой честью. Вот такие вещи мы знаем. Это, резюмируя, сложная цивилизация, которая выстроила в джунглях огромное количество храмов, которая исчезла. К моменту прихода испанцев она уже находилась в упадке. Цивилизация, которая, с одной стороны, знала медицину, астрономию, математику, а с другой стороны, она не могла себя защитить. То есть вот эта вещь, которая, например, меня сразу
поставила в ступор. Люди понимают, как по Венере рассчитывать по Луне и по Солнцу циклы, но они не изобрели оружие защиты. То есть у них совершенно невооруженная армия. И будет потом теория, которую американец Томпсон будет всячески продвигать, что майянская цивилизация была выше всех человеческих цивилизаций. У них не было оружия, потому что они первыми поняли, что цивилизация может быть только мирной. Ну, в это нельзя поверить никогда, потому что мир животных друг с другом воюет, мир насекомых друг с другом воюет, и мир людей друг с другом воюет испокон веков. Поэтому в это поверить нельзя, и попозже он сам от нее отказался. В этом есть одно из коренных противоречий, вообще почему в это во все сложно поверить. Мы дальше к ним двинемся. И вот испанцы завоевывают Латинскую Америку, и дальше начинается самое интересное уже с точки зрения европейской цивилизации. Один из самых известных конкистадоров, хозяин, властелин Латинской Америки, испанец Эрнан Кортес, победив ацтеков в 1525 году, идет покорять Гондурас. В Гондурасе, значит, восставшие племена. И вот он идет туда с экспедицией, с военным походом фактически. И в какой-то момент он доходит до границ последнего государства майя, которое называется Тайясаль. Озерный город. Вожди его принимают очень хорошо. Он останавливается там на привал. Он идет, причем не только испанская армия идет, идут его союзники, ацтеки. Часть их вождей он 28 февраля обвинит в попытке заговора и повесит. Вот. И после повешения он, значит, идет отдыхать в этот город. Его очень хорошо вожди майя принимают. Они пируют, он несколько дней отдыхает. И у него болеет конь. Была охота на оленя, и конь повредил ногу. И Кортес говорит этим, значит, правителям майя: я в поход иду, а вам оставляю коня. Вы, пожалуйста, о ним заботьтесь, потому что конь этот мой любимый, он мне очень дорог. И Кортес уходит дальше в сторону Гондураса, а майя начинают заботиться о несчастном коне. И с тех пор проходит почти 100 лет, и никто про майя больше ничего не знает. И вот практически через 100 лет до этого озерного государства, последним оставшимся майя, приходят испанские миссионеры. И они видят, что здесь остатки, значит, не остатки, здесь есть город, здесь есть правитель, верховные жрецы, язычество. Они, естественно, начинают немедленно обращать их в католичество. И вдруг они видят памятник коню. И монахи настолько приходят в ярость, что вы поклоняетесь животным, для Библии это вообще самое жуткое язычество. Они этот памятник разрушают. Майя немедленно их изгоняют и орут: не нужен ваш бородатый бог, если еще придете, вас ждет смерть. Но, естественно, миссионеры возвращаются уже с войском, и выясняется, что 100 лет назад здесь был Кортес, он оставил своего коня, у индейцев коней не было, они не знали майя, как за ним следить, они начали его кормить как нормального аристократа. Вином, мясом, и конь сдох. А Кортес же вернется, как они считали, и они решили воздвигнуть ему памятник. И нарекли коня богом и поклонялись ему еще 100 лет. И когда вот через 100 лет испанцы это увидели, они, конечно, все это разрушили. И вот здесь начинается большая загадка. С конца XVI века мир про майя больше не вспоминает. Ну, какие-то там пирамиды были в Латинской Америке, ну, испанцы там захватили, сделали колонии, потом, значит, все это как-то изменилось, потом Испания не до того, она в противостоянии с Англией, и вот уже пираты и так далее и тому подобное. В общем, про майя мир забыл, как будто не было такой цивилизации, ничего мы о них не знаем. И забыл он до XIX века. 1840 год на дворе, это 19 век, два американца, Джон Ллойд Стивенс и Фредерик Кайзервуд, оказываются в Юкатане, оказываются в Мексике. И они начинают исследование этой территории и натыкаются в джунглях на невиданные каменные сооружения. И Кеттервуд был потрясающим художником. И вот первые рисунки, вот как они выглядят, фотографий нет еще, они зарисовывали то, что открылось их взору, они совершенно обалдели от этого. И они стали все это исследовать и посетили более 40 городов, которые нам сейчас уже известны. Это и Паленко, это и Ушмаль, и они открывают пирамиды. Они зарисовывают все эти каменные статуи, все эти барельефы к крылатому змею, и все их рисунки попадают в Европу.
И в Европе начинается, я бы назвал это майя-манией. Оказывается, что была какая-то цивилизация, они настроили пирамид, практически таких же, как египетских. Мы о них ничего не знаем. И европейский научный люд начинает сходить с ума, и в Мексику начинают отправляться экспедиции за экспедицией. В 1861 году еще одно большое открытие. Французский ученый Брассер де Бурбур, или Брассер де Бурбур, издает рукопись, которая называется «Пополь Вух». Что это такое? Это рукопись, которую вывезли испанцы. Она исчезла в какой-то момент в Европе. И вот в начале XVIII века она была опять найдена. У нее появился испанский подстрочник. И Бурбур его переводит на французский язык. И оказывается, что это одна из самых древних книг о сотворении мира. Вот книга, которую написали майя. Есть вольный русский перевод нашего поэта Константина Бальмонта, который называется «Змеиные цветы». Он в 1910 году опубликован в России. И вот когда эта книга опубликована Брассером, все еще раз приходят просто какой-то дикий восторг, что оказывается эти тексты непонятно когда написаны. Возможно, они еще добиблейские. И тут сюжет о путешествии в подземное царство, который который схож с греческими мифами о путешествии в подземное царство Аида, к богу смерти. Оказывается, это цивилизация с огромным религиозным пантеоном. Начинаются экспедиции в Мексику. И первый такой известный исследователь – это Эдвард Герберт Томпсон, и он исследует священный синод. Что такое синод? Это вот те самые карстовые провалы или карстовые разломы, наполненные водой. Он приезжает в Мексику, ему говорят нынешние жители, 1910 год, что вот предки нам рассказывали, деды, прадеды, что в эти синоты скидывали людей и осуществляли таким образом жертвоприношения. Но сейчас мы считаем, что это все ерунда, это просто какая-то сказка. Он берет акваланги, погружается, а это вода, которая вся в иле, которая вся в водорослях. Они начинают со дна поднимать человеческие кости, керамические изделия, кольца, украшения. То есть понятно, что здесь, правда, были жертвоприношения. Но не только девушек, да, естественно, что сразу появляется миф, что да, только девственниц кидали, находят там и мужские кости, и детские кости. То есть видно, что вот эти синоты, это были места для жертвоприношений. И это тоже вызывает дикий восторг у всех, что какая находка. Дальше на сцену выходит еще один человек, его тоже фамилия Томпсон. Он становится фактически монополистом по исследованию цивилизации майя. Его зовут Джон Эрик Томпсон, он англичанин. И он начинает исследовать майянские города. И, соответственно, он исследует первый вот этот безумный храм в Чичен-Итзе. В этот же момент появляется открытие. Посмотрите, как выглядит храм в Чичен-Итзе. Вот эти ступени – это храм воздушного бога, храм воздушного змея Кукулькана. И открытие состоит в чем? Вот эти ступени на пирамиде 2 раза, зимой и весной, они таким образом бросают тень на середину пирамиды, что внизу пирамиды голова змея, что образуется световая дорожка. Змей один раз сходит вниз, то есть свет от него, а второй раз восходит вверх. И вот, соответственно, это был ритуал, посвященный зимнему и весеннему равноденствиям. Сверху там кому-то вырывали сердце, скидывали его вниз, все было рассчитано по солнцу, и вот солнце начинало заходить в тень, и змей то не сходил в одном случае, в другом случае восходил. И вот эти все майя, которые стояли у пирамиды, я понимаю, что они просто приходили в экстаз, потому что действительно являлся змей. И вот Томпсон начинает исследовать эту цивилизацию, и он первый исследует керамические образцы посуды, он первым исследует рукопись, он пытается расшифровать язык, и ничего не получается. У него есть своя какая-то теория, потому что он пользуется книгой вот того первого епископа Диего де Ланда, где майянские иероглифы переложены на латинский алфавит. И пытаются эти книги перевести. Получается это плохо. Томпсон выдвигает эту безумную идею, что это государство, это цивилизация, которая никогда не воевала, потому что мы не видим на барельефах никаких сцен
убийств. Но впоследствии эти сцены убийств будут найдены, и когда ему скажут: дорогой мистер Томпсон, что вы скажете? Ну, это нет, это религия. На самом деле они не воевали, потому что у них же даже не было оружия, об этом испанцы писали. Ну, конечно, воевали, и, конечно, эта теория будет поставлена под сомнение. Мексику начинают активнейшим образом исследовать, и там, конечно, происходят скандалы, потому что из Мексики начинается вывоз артефактов, вывоз незаконный. Они уезжают в Англию, они уезжают в Америку, и мексиканское правительство с этим пытается бороться, но, тем не менее, это не всегда получается. Томпсон становится действительно монополистом по исследованию майя, и когда в 50-х годах прошлого века Кнорозов наш алфавит майя расшифрует, Томпсон будет говорить, что все это ерунда, это коммунисты из Советского Союза придумали, верить этого нельзя, вот единственная теория правильная – это моя. И он будет очень почитаемым человеком, в общем, важнейшее его достижение – это раскопки и реконструкция храма воинов в Чичен-Ице, и это совершенно уникальное сооружение. Будет забавный факт: королева Елизавета, ныне покойная, она отправляется в Мексику, и Томпсона выбирают в ее, ну, не проводники, а человек, который, грубо говоря, был куратором этого визита. И он в присутствии королевы английской совершает ритуал по древним обычаям майя. В этот момент очень жаркий климат, практически засуха, и он делает ритуал, молится богам дождя, и действительно идет дождь. Ну, то есть, понимаете, да, что все говорят, ну, это вообще какой-то выдающийся человек, он уже даже ритуальностью вполне себе овладел. И вот начинает эта цивилизация нам открываться. И начинаются раскопки, начинаются открытия барельефов, фресок и пирамид. И вот таким образом постепенно из земли все эти города откапываются. Я сейчас не хочу лить воду на мельницу фанатов теории про откопанные города, но действительно в данном случае города майя, пирамиды майя откапывались из земли. Томпсон разрабатывает описание государств майя. Он пишет, как устроены эти города-государства, верховная власть, верховные жрецы, как устроено земледелие, как устроена культура. То есть он описывает такой целостный мир, который впоследствии так и назовут система Томпсона. И вот он будет практически до конца жизни биться за эту модель эгалитарного общества. По его версии, жрецы и аристократия майя, они достигли вообще такого просветления, что не вели войн. Они понимали, что цивилизация может развиваться только мирным путем. И, собственно говоря, когда его уже говорили ему: старичок, ну вот смотрите, вот барельеф, и ведут же связанных пленников, у которого у одного из них нож торчит в спине. Он говорил, это к войне не имеет никакого отношения, это все астрономические ритуалы. Это не пленники, а на самом деле, возможно, это жертвенные избранные. Никакой войны майя ни с кем не вели. Впоследствии, конечно, он признает, что его теория никакой критики не выдерживает. Одно из самых важных открытий – это открытие мексиканского ученого Альберта Руса, который в 1952 году открывает гробницу вождя майя, гробницу Пакаля. Альберто Рус исследует храм надписей в Паленке. Храм надписей достаточно известен, вот надписи на стенах, вот барельефы, но он находит тайную комнату. Практически Гарри Поттер и тайная комната. И он понимает, что эта комната явно ведет в галерею. Ему никто не верит, они начинают обстукивать стены, понимают, что там есть замаскированный проход. И в итоге начинаются раскопки, и действительно находят тайный ход вглубь пещеры, и там внутри гробница. Потому что до этого всеми считалось, всеми учеными, что если в египетских пирамидах хоронили фараонов, то в пирамидах майя никого не хоронили, это были исключительно религиозные и астрономические сооружения. И вот он находит гробницу вождя, которого звали Пакаль, есть посмертная маска, есть нефритовые украшения, и мы видим, что действительно захоронили могущественного вождя, который вел войны, и это становится важнейшим открытием для изучения майя, потому что мы видим росписи настенные, мы, в смысле ученые, получают еще одни доказательства о государственном устройстве майянской цивилизации, и это исследование все, конечно, переворачивает, не что ж переворачивает, а все просто возносит на вершину цивилизации майя. Но самое главное исследование, которое происходит, это исследование Юрия Кнорозова. Это ученый, который расшифровал алфавит майя.
эта история настолько загадочная и мистическая для меня, что она посильнее, в общем, этой цивилизационной загадки. Вот ученый, советский человек, который никогда не был в Мексике. Вообще он нигде не был, кроме Советского Союза. И он по книгам, по копии книг, по копии майянских рукописей делает предположение, что на самом деле алфавит майя не соответствует латинским никаким буквам, и он фонетический, что если сложить два иероглифа, у тебя получится два звука, которые обозначают черепаху. Я сейчас очень примитивно об этом рассказываю, потому что действительно это большая математическая модель. И вот он в 1952 году впервые об этом заявляет. Советский Союз, конечно, это поддерживает и говорит, что мы расшифровали алфавит майя. Западный мир во главе вот с Томпсоном отрицают все это дело, потому что, ну, слушайте, тут тоже у ученых тоже своя монополия на открытие, они это все отрицают, говорят, что это не соответствует действительности, но потом у расшифровки все больше и больше сторонников, и мы понимаем, что да, действительно алфавит майя расшифрован. Причем расшифрован советским человеком, который этих манускриптов никогда не видел и не имел ключей подсказок. То есть как расшифровали египетскую письменность. Был розетский камень, и с помощью подсказок, с помощью ключей к шифрованию прочитали эти письмена. А здесь это совершенно вот математическим путем было на стыке филологии, лингвистики и математики было сделано это выдающееся открытие. Кнорозов приедет в Латинскую Америку уже после того, как распадется Советский Союз, и он получит награду Ордена Орла мексиканский, он увидит впервые эти пирамиды. Он был человек скрытный, мало давал интервью, и человек закрытый, как нормальный ученый. Все будут удивляться, как не имея доступа вот к этим артефактам, ему удалось расшифровать письменность майя. Но письменность майя будет расшифрована. И вот дальше начинается конспирология. Давайте попытаемся вместе с вами не пофантазировать, а просто задать вопросы. Вопрос номер 1. Цивилизация, которая построила великие пирамиды, которая имела очень точный календарь, которая имела познание в медицине, не изобрела колеса. У них не было колеса. Ученые отвечают на этот вопрос просто. Некого было запрягать, потому что коней не было. Ну, были буйволы, были олени, их можно было запрячь и возделывать с помощью этих животных почвы. Колеса не изобрела цивилизация. Дальше. Цивилизация выстроила все эти потрясающие здания, имела всю эту потрясающую интеллектуальную собственность, но не научилась себя защищать. Копья с вот этими каменными древками. То есть это даже, какой-то первобытно-общинный строй, когда туда пришли испанцы. И вот это дикое несоответствие знаний практически из 21 века, а бытового устройства общества из первобытно-общинного, оно меня лично повергает в какой-то совершенный ступор. Очень простой пример. Да, мы знаем, что был Древний Рим, была великая цивилизация, она распалась, и человечество погружается в мрак Средневековья, но тем не менее человечество продолжает строить города, возводит замки, занимается обработкой почвы, есть торговля, появляются деньги. Не появляются, а наследуются римским вещам. Государство франков пишет солическую правду, которая основана на римском праве. То есть есть некая преемственность. У майя этого ничего нет. То есть, представь себе, вот испанцы, которые приезжают в Латинскую Америку, они видят эти величественные пирамиды. И, безусловно, часть этих пирамид, часть знания об устройстве этих пирамид, она немедленно бы перенеслась в Европу. Я приведу вам очень простой пример. Это Китай. Как только Китай открылся, европейские купцы, европейские торговцы увидели, как устроены китайские пагоды, как сделан китайский фарфор. Это стало европейцев манить. И в Европе стал очень моден стиль шинуазри. Это псевдокитайский стиль. То же самое, я полагаю, произошло бы с испанцами. И я думаю, что этого не произошло по одной причине. Когда испанцев спросили, дорогие, уважаемые майя, а как это построили-то? Майи просто пожали плечами. Потому что они сказали, это деды какие-то наши строили, вот деды воевали, а когда не воевали, они строили эти храмы. Черт его знает, как они построены, эти огромные глыбы, как они их тащили. Потому что вот есть великая пирамида Чалулы. Вот как она выглядит, это
холм, на вершине которого испанцы построили католический храм. На самом деле это не холм, а самая огромная пирамида в мире. Она не была самой высокой, но по ширине и по площади она самая огромная. Посмотрите, как она выглядит. Очевидно, что эту невероятную пирамиду не могли построить вот эти вот индейцы, которые бегали с каменными копьями. Это просто невозможно. Я не видел мексиканских пирамид, я вам приведу совершенно другой пример. Камбоджа, и одно из самых запоминающихся для меня чудес света – это Ангкор-Ват. Каменный город, который также был найден в джунглях. Ниоткуда, его нашли, значит, археологи, раскопали, посмотрите, как это выглядит, потрясающее сооружение. И ты понимаешь, что жители Камбоджи, которые сейчас там проживают, они, конечно, не являются никакими преемниками этой цивилизации. Там даже храмовые ступени вот такие, то есть они рассчитаны на очень высоких людей, которые по этим ступеням поднимались. И мне даже было, я человек не очень маленького роста, мне было тяжело так вот ноги поднимать. То есть это построили какие-то другие люди. Откуда эти другие люди пришли? Потому что, смотрите, мы и у ацтеков, и у майя, и у инков во всех манускриптах слышим: пришли боги из-за моря, научили людей земледелию, принесли людям огонь и научили строить эти божественные пирамиды. Почему они пришли из-за моря? Потому что наша цивилизация прожила 3 солнца. Сначала она была уничтожена потопом, потом она была уничтожена солнечным жаром, потом чем-то еще. Но вот потоп во всех и в библейских сюжетах, потоп был в начале. Зачем они строили эти пирамиды? Почему они карабкались вверх? Я даже не буду обсуждать, что они были математически очень точно выстроены. Почему они возносились вверх? Для того, чтобы наблюдать за космосом. Может быть, это не пирамиды, а космопорты какие-то. Потому что это, правда, все очень удивительно. Либо это не космопорты, а это огромные здания, которые можно назвать местами спасения. Люди ждали второй потоп и выстраивали себе вот такие высокие пирамиды, чтобы на их вершине или там внутри, на верхних этажах укрывать, если опять придет большая вода. И это Кецалькоатль или Кукулькаль, бог воздушный змей, который был светловолосым, бородатым, не носили вожди, никогда ни до, ни после майя не носили бород. А он носил, да, почему он так выглядел? Отсюда миф о том, что вот была Атлантида, и Атлантида была уничтожена стихийным бедствием, и какие-то спасшиеся жрецы, они разъехались по разным частям света и дали людям цивилизацию. Это все конспирология. Я не буду сейчас ее отстаивать, но совершенно ясно одно, что летоисчисление Земли, которое принято историками, не соответствует действительности. Все эти пирамиды были выстроены неизвестно какой цивилизацией и неизвестно как давно. И вот вторая история. Майя неожиданно исчезли. Скорее всего, это была экологическая катастрофа, а возможно засуха, а потом в 21 веке ученые, рассчитав астрономический цикл, поймут, что не было в это время никакой засухи. Ну вот эти майи, они сначала с гор спустились на равнины, а потом пропали. Но так не пропадают цивилизации. Есть свидетельства уничтожения, есть свидетельства войны, есть свидетельства эпидемий. Не осталось ничего, так не бывает. Но самое главное, это вот несоответствие предметов. Вот представляете, вот мы с вами изобрели этот телефон, но ходим при этом голые, едим руками, у нас нет каких-то бытовых предметов, но мы знаем, что есть планета Венера. Ну так не бывает в этой жизни, просто не бывает. Потому что цивилизация, вот этот вот культурный слой, он размазывается не всегда ровным слоем, но он охватывает все элементы жизнедеятельности человека. Медицина, религия, культура, семейные отношения, военное дело. Не бывает так, что вот здесь вы строите пирамиды, а здесь вы не понимаете, как изобрести колесо. Так не может быть, на мой взгляд. Но, тем не менее, это есть. В общем, единственный вывод о том, что майя являлись и являются, потому что до сих пор потомки майя живут в Мексике. Люди, которые строили эти пирамиды, и майя, которые потом появились, которых увидели испанцы, это совершенно разные цивилизации. И наша цивилизация гораздо более древняя, и она непонятно вообще, каким образом датироваться должна, потому что все эти сооружения величественные, они, безусловно, построены не этими майя, а построены какими-то другими людьми. Вот откуда пришли те люди,
Сколько их было, вероятно, их было мало, потому что все-таки знания они могли донести до ограниченного количества людей. Почему они, будем говорить, не размножились потом, почему не было их второго всплеска, это неизвестно. Но, тем не менее, вот главный вывод, который я могу для себя сделать, это все попытка натянуть сову на глобус. Что вот была цивилизация, строила великие пирамиды, потом она куда-то пропала. То же самое, в общем, можно сказать и о Древнем Египте. О нем нам известно больше, ну, на самом деле, не намного больше, но, тем не менее, эти вещи в разных углах планеты, они поражают. Потому что, ну, как более-менее мы являемся наследниками большой-большой цивилизации, которая здесь вот располагалась со времен гуннов, со времен викингов. Мы можем себя проследить. Майя себя проследить не могли. Прилетели боги, что-то построили, научили нас чему-то и куда-то исчезли. Причем боги смертные, обратите внимание. Там дальше будут много странных вещей, потому что вот эта гробница Пакаля, которую Альберт Рус открыл, там саркофаг. И на саркофаге знаменитые теперь изображения. И одно из изображений человека как будто бы в скафандре. И вот это еще одна такая семечка на почву теории, что все-таки из космоса пришли люди, которые построили эти пирамиды. Непонятно. Если вы когда-то поедете в Гватемалу или когда-то поедете в Мексику, вот я набросал некий, на свой взгляд, топ. Я соотнес значительность этих сооружений, некий топ пирамид, которые воздвигли майя. Пирамида Ладанта, которая находится в городе Эль-Мирадор в Гватемале, ее высота 72 метра. Вот, посмотрите, безумно красивая вещь. Вот как она выглядит. Пирамида Солнца, она находится в 40 километрах от мексиканской столицы, от Мехико. Примерная дата постройки 2 век нашей эры, как утверждают историки. Ее тоже высота практически как у Ладанта, 72 метра, она чуть пониже, 71 метр. Третья пирамида, 70-метровая пирамида Тикали. Считается, что ее построили в честь 27-го правителя Тикали. Вот как она выглядит. Она не очень хорошо сохранена, но вот, тем не менее, тоже достаточно высокая, 71 метр. Великая пирамида Чолулы. На вершине холма стоит католический храм. Долгое время археологи думали, что вот эти ребра, эти каменные отложения, это часть горы или часть каких-то более ранних построек. Ну, вот сейчас уже с помощью современных методов анализа открылось то, что это была гигантская, самая большая в мире распластанная пирамида. Пирамида Эль-Тигре, это опять же в Гватемале, вот так она выглядит, 55 метров высотой. Пирамида, которая называется Структура-1, она находится в мексиканском городе Калакмуль. 55 метров, ступенчатое, многофункциональное, многопрофильное сооружение. Вот тоже непонятно его значение, непонятно для чего оно использовалось, но совершенно очевидно, что не просто так его построили в несколько уровней. Пирамида Каана, 43 метра, тоже достаточно высокая, она находится в Караколе в Белизе. Еще одна пирамида, это пирамида Луны, 42-метровое сооружение, тоже посмотрите, насколько она похожа на египетскую пирамиду, как она выглядит. То есть все это какие-то совершенно космические сооружения из «Звездных войн». На 9-м месте пирамида Нохочмул, она тоже 42-метровая, тоже достаточно похожа на египетскую пирамиду. Построили ее, по утверждениям историков, где-то в 900 году нашей эры. И на последнем месте это пирамида Кукулькана, Эль-Кастильо. Самая известная открыточная пирамида. Она 30 метров, она не такая высокая, как пирамида на вершине нашего топа, но тем не менее вот с ней связаны мифы о том, что не миф, а на самом деле вы можете видеть схождение и нисхождение этого воздушного бога Кукулькана, и в этой пирамиде до сих пор продолжаются раскопки и находят всякие артефакты майя, и это самая на самом деле известная пирамида майя. Теперь о хрустальных черепах, с которых я начал свое повествование. История 13 черепов начинается в 1927 году, когда английский археолог Альберт Митчелл Хеджес находит первый такой хрустальный череп. Вся история о 13, на самом деле черепов уже найдено гораздо больше, но вся эта история начинается в тот момент. Черепа непонятно как сделаны. Вот один из черепов до сих пор, вот посмотрите, он хранится в Британском музее. Его связывают не с Митчеллом Хеджесом, а больше с французским антикваром, которого звали Эжен Бобан. И он в Мексике якобы купил у какого-то человека, связанного с шаманскими ритуалами. И человек сказал, что это вот до Колумбов череп, им майя еще пользовались.
Смотря в него, можно увидеть бога Кукулькана, можно предсказать наводнение, землетрясение и конец света, если собрать все эти 13 черепов. И действительно, череп устроен таким образом, в нем много туннелей, и когда свет падает, он преломляется удивительным образом, что череп начинает светиться, и вот по этим световым столбам можно что-то предсказать. Один из черепов якобы лечил от онкологии. Он попал в руки женщины, у которой была опухоль головного мозга, и прикоснувшись и пожив какое-то время с этим черепом, опухоль пропала. Вот эти черепа, непонятно, как их майя делали. Никаких следов обработки нет. Это чистый горный хрусталь. Позже один из черепов был найден Митчеллом без челюсти. Позже нашли челюсть, она подвешивалась на хрустальных шарах и двигалась от любого соприкосновения и вообще приводила в трепет человека, который смотрит на этот череп. Непонятно, как обрабатывали, лазера нет, никаких следов инструментов, которыми вытесывали бокалы или там вытесывали какие-то там произведения из хрусталя в более поздней эпохе, не найдено. То есть непонятно вообще, откуда этот череп взялся. И дальше их находили много-много-много, их больше 13. В 1992 году нашли череп, который вообще всех поразил. Он скручен. И причем скручен, как определили, скручен не в результате какой-то деформации более поздней, а прям скручен при производстве. И какая сила его скрутила, неясно. И существует такая версия, она совершенно загадочна, объяснить ее никто не может, как майя эти хрустальные черепа сделали. В наше время один из черепов исследовали и выяснили, что он не из хрусталя, а из кварца, который вообще в Мексике не находился, и на нем нашли действительно следы обработки 19 века, и считается, что из черепа, который лежит в Британском музее, это все подделка французского антиквара, к майя это никакого отношения не имеет, но тем не менее до сих пор устойчиво делятся ученые и фанаты этих 13 черепов на два лагеря. Один считает, что это непонятное божественное какое-то произведение майянской цивилизации, а вторые считают, что это более поздняя подделка. Но вот, тем не менее, немцы из ННРБ верили, что действительно 13 черепов дадут им власть над всем миром. Вот такая вот история майя, история загадочная, мистическая, конспирологическая, величайшая цивилизация, которая пришла из ниоткуда и ушла в никуда.